Подруга меня пригласила на интересное мероприятие. На подобных встречах я бывала, но это было так давно, наверное, еще когда я была подростком. Поэтому я не сразу согласилась идти на эту встречу. Я долго думала, сомневалась, смотрела на погоду, мне казалось слишком холодно, а вдруг пойдет дождь, а вдруг будет туман или еще что-нибудь другое. В течение нескольких дней я пыталась принять решение, идти или не идти, но потом подумала, когда, если не сейчас. У меня есть возможность, значит, нужно идти. Поэтому в выходной день, в субботу, я с трудом оторвала себя от кровати и думала, может быть, все-таки не идти, а лучше поспать часок еще. Потом я думаю, нет, я обещала, значит, мне нужно встать. Я встала и решила собраться, сделать легкий макияж, потому что кто знает, что меня ждет на этой встрече. Мне нужно было собрать с собой небольшой рюкзак с перекусом. Я взяла пару бутербродов для себя и для своей подруги, бутылку воды, термокружку с чаем на тот случай, если я замерзну. Также я надела теплую, удобную одежду и не забыла про удобную обувь, которую не жалко, если что, убить в хлам. Ну и вот я собралась и иду на интересную встречу. Итак, мне нужно добраться на автобусе до точки встречи с другими участниками этого мероприятия. Ну что, готова сказать, что это за мероприятие? Это хайкинг или по-простому поход. Наш маршрут будет проходить по уже организованной тропе. Сначала это такая лестница, вымощенная камнем, и мы просто поднимаемся по ней вверх. Точка, от которой мы шли, это правее от Мотоцминда подъемники, такой вагончик, если вы когда-нибудь видели, поднимается на гору. Вот правее от этого вагончика мы начали подниматься вверх. Мы прошли буквально немножко, повернули и уже увидели прекрасный вид на город. Хорошо, что не было тумана, и в принципе видимость была неплохая. Первая точка, куда мы поднимаемся, это вот ближе к телевизионной башне. Это такой очень знаменитый объект в Тбилиси. Но подниматься на самом деле не так сложно, потому что на каждых, наверное, 100 метрах есть смотровая площадка или лавочка для отдыха, для того, чтобы просто насладиться видами. Конечно, иногда подъем был крутым, довольно сложным, но он сменялся где-то пологими местами. Мы проходили ручей, из которого местные пьют воду, и здесь уже закончилась вымощенная тропа, и началась уже такая тропа, сделанная из бревен. И мы по ней поднимались все выше и выше, и все больше и больше открывался нам вид на городской пейзаж. Вдоль тропы среди мха росли суккуленты, и один из них я себе забрала домой на память. Мы почти добрались до первой точки. Наверху изрядно пыхтели и кряхтели, потому что подъем оказался довольно крутым. Оставалось несколько ступенек, и будет привал, место, где мы сможем попить воды, перевести дух, чтобы двигаться дальше. На тропе можно встретить указатели, и мы шли в сторону Черепашьего озера. По пути мне встретились не только суккуленты, но и змеиная нора. Привет! Надеюсь, мы с тобой не встретимся. Уже по традиции я собираю букет из каких-нибудь мини-походов или пикников и забираю с собой на память.
Мы продолжаем наш путь, и теперь уже мы не поднимаемся, а уже начинаем спускаться к озеру. Мы подъем преодолели. Хотела сказать пару слов о группе, с которой мы пошли на хайкинг. Я знала только несколько человек из этой группы, а остальных я не знала, и более того, больше половины человек говорили на английском. Но это никак не мешало нашему походу. И было здорово видеть, что такие разные люди пошли в поход вместе, разные по возрасту. Там были и дети совсем маленькие, годика 2, 3, наверное, и уже пожилые люди. Потихоньку мы спускаемся, и очень видно и заметно, как меняется лес. И сейчас мы проходим такое классное, красивое место. Это сосновая тропа, я ее так назвала. Преодолев половину пути, мы остановились на обед с самым прекрасным видом на город. В этот момент можно показаться, что я иду по лесу одна. На самом деле я немножко отстала от группы, вернее, часть группы ушла вперед, а часть группы где-то шла позади, поэтому я шла одна по лесу. Но страшно совершенно не было, у меня было время наслаждаться и рассматривать все вокруг. С этого момента начинает открываться вид на город с другой стороны, то есть мы прям нормально преодолели гору. И сейчас нас тоже ждет небольшой подъем, потому что мы поднимаемся к озеру. Сначала нужно подняться немножко, потом спуститься. Здесь уже такое прям организованное пространство, где можно поиграть на вот таком музыкальном инструменте. О, моя любимая порода, кстати. Жалко. Ура! Зажигай! Тут уже дровишки, все есть. Да, классно. А здесь уже начинается спуск к самому озеру, и открывается просто прекрасный вид на озеро и на город. Спуск к озеру примерно занял 20 минут по каменистой дороге. Ну и мы спустились в озеро, и здесь тоже прекрасные виды. Здесь также есть организованное место для отдыха, лавочки. И также здесь есть катамараны, на которых можно покататься. Мы как-то катались на них. Тоже интересное развлечение. Ну и просто любоваться, как деревья отражаются в воде. Это красиво. Также на территории озера есть красивые, милые кафешки, где можно согреться, что-нибудь перекусить и просто провести красивое и приятное время.
Но нас снова ждет спуск вниз. Мы отправляемся сейчас с горы прямиком в Аки-парк. На этом моменте заканчивается тропа и начинается асфальтированная дорога. Нам нужно еще немножко спуститься вниз к самому парку. Мы сейчас проходим не самое красивое место, потому что здесь реставрируют каскадный фонтан. Мы спустились в парк, а здесь настоящая золотая осень. Как интересно, что в горах уже все листья опали и деревья стоят голые, а в парке, в городе еще желтые, красивые, яркие деревья. Вот такое получилось приключение, такой получился опыт. Я ни на минутку не жалею, что это произошло. Мы прошли 8 километров, 300 метров и преодолели мы этот путь за 3 часа 28 минут. Можно было пройти этот отрезок быстрее, но мы часто останавливались, отдыхали, с нами были и дети, поэтому время затянулось немножко. Признавайтесь, а вы бы пошли в такой поход? Напишите в комментариях, а я буду на этом заканчивать. И если вы еще не подписаны, не забудьте подписаться на мой канал, а также поставить колокольчик, чтобы снова встретиться в следующем видео. На этом все, пока!